Знаешь, какая легенда тут строительства? Не знаю. Он хотел для невесты своей дом построить. Начал строить. Он, короче, был спиртзаводчиком. Здесь же в Белебее был спиртовой завод. Ну, и много спирта возили. И, короче, хотел невесту свою привезти сюда, видимо, из или то ли Ленинграда, или из Москвы. А невесте не понравилось, что в глуши какой-то деревне находится. Усадьба вот эта. Поэтому она сюда не поехала, и он ее в итоге не достроил. Я думаю, нет, даже если есть, наверх лучше не подниматься. Скорее всего, там будет плоховато. Осторожно иди. Здесь подвал еще есть. Скорее всего. Ну, катакомбы какие-то. Купол здесь был. Купол, как я понял, сгорел, короче, вообще. Это все, наверное, выкопали, перекопали. Вот здесь вообще жестко. Метра два, наверное, вниз туда. Вот это же цокольный этаж, значит, был подвальный. Может быть, обойти вон там сзади. Так, давай вон там посмотрим, что у нас. Ну, в общем, невеста в деревню ехать его не захотела, и он сам тоже, видимо, здесь не жил. То есть входы были заднего двора. Ну, в советское время здесь сейчас жили. Ну, не жили, что-то как-то эксплуатировалось здание в советское время. Пойдем сюда. Так, осторожно, здесь вот на гвозди не наступи. Что здесь было? А это солнышко было здесь. О, второй этаж. О, здесь крыша даже осталась. Птички живут. Ты где? Все нормально? О, а вот это похоже на этот под камин заделка. Дымоход вот здесь походу был. Вот здесь, наверное, камин должен был быть. Да, и вот дымоход наверху идет. Здесь когда-то был камин. А здесь что, конечно? Да. Все, конечно, с металлоискателем надо. И вот здесь... А здесь много копать не надо, просто где металл, слышишь? Ну, здесь, конечно, и так надо с металлическим перекрытием. Тогда балки были, что ли, же такие металлические. А вот там лестничный пролет был, видишь, такие идут наверх. Что-то висит, да. Надо, чтобы не упало на голову. Так, вот здесь осторожно ходи. Что-то здесь такое непонятное. Перекрытия деревянные были такие. Шкаф все-таки. Ну не, ну это не камин же, что это такое? Интересно. Конечно, камины такие раньше были.
На втором этаже даже окошко осталось. Колонны прикольные. Здесь купол, короче, был раньше. Прямо над этим, над усадьбой, но он сгорел в каком-то году. От удара молнии. Здесь местные жители рассердили. Ведьму какую-то, короче, она прокляла деревню. Все, молния ударила и все сгорело. Раньше был вот такой купол. И вот такой вид с усадьбы открывался. Ты представь, раньше такой выходил бы он отсюда с невестой, такой на челюсть, просто такой взгляд у него падал бы на рабочих, на крестьян. Да, да, мог бы так хорошо в селе жить. Пойдем теперь к катакомбы девах. По легенде он там держал мать невесты, чтобы она за него вышла, но невеста все равно его покинула. Вот мы входим в место содержания его теща любимый. Показываю с этой стороны. Здесь была эта печь. Здесь такое очень интересное и опасное место. И здесь есть еще один. А вот как раз была. Вот было это место. Видите, тюремные створки, решетки на окнах. Вот это же место. А вот это было для кандалов. Стена. И вот окна, они тюремные. Такие вот катакомбы. К сожалению, все уже развалено. Сейчас здесь никого держать не получится. Сейчас окна подержать, но боюсь, они развалятся. Снаружи посмотрю. Вот они, снаружи как выглядит. Эти решетки. Давай осторожно, не упади. Пойдем. Вот здесь одна комнатка. И вон там еще там поинтереснее. А здесь тоже загляни, посмотри. Вот. Заходи. Че, правда? Заходи. Вот так он своих жертв всегда заманивал. У нас идет снег. Напоминаю, но у нас сегодня 3 мая всего лишь. Так что для лета еще рановато, наверное. Ну все, на этом закончим экскурсию, да? По усадьбе. Поедем дальше. А это у нас часовня святого Иоанна. Здесь его великие мощи похоронены. Вот я снимать не буду, то сейчас зайду, помолюсь, свечку поставлю, и все на этом. Вот так. Стоим вот на таком перекрестке, увидели родник монаха Иоанна. Вот. Ехать 25 километров, поедем сейчас туда, посмотрим, что там есть. Сейчас мы приезжаем, столица Михайловка, 100 лет ей, время 13:48, магазин «Дружба». Это такая местная достопримечательность, арка любви называется, видите, бело-сине-красных тонах, как флаг России. Вот. Едем дальше. Такой вид открывается перед родником.
Где-то внизу, вон там, святые мощи святого монаха Иоанна. Погода сегодня холодная, 7 градусов всего. Такой вот тут вид. Прикольно здесь, да? Там, видимо, такая часовенька маленькая. Оксана. Кто-то запечатлел свою любовь к Оксане некой. Надеюсь, она оценила такой вандализм и бросила его нахрен. Ты ступеньки считаешь? Блин, я думал, ты ступеньки считаешь. Но здесь их очень много. Если посмотреть наверх, здесь еще не все видно. Вот мы уже на подходе. Последние 20 ступенек остались. Святой царь Николай, Искупитель, моли Бога о нас. Вот так святое место о Николае. Позаботились тут. Не знаю, можно ли такие слова о Николае говорить в 24 году. Но Поклонская бы оценила, я думаю, вот такой плакат. Сейчас поближе подойду, подсниму его тоже. Здесь родник вытекает вот отсюда. И вот туда у него дальше ручей пошел. Речушка вдалеке, там видна из него, выходит. Здесь ягодки растут. А здесь у нас находится правило окунания на святом источнике. Мужчины и женщины купаются раздельно. Мужчины купаются в трусах, женщины купаются в ночных рубашках. А вот и монах Иоанн у нас. Его фотография. В 1863 году рождения, из крестьян Чуваш, уроженец села Кош-Елга. Это здесь рядом село. Грамотой не владел, значит не умел читать и писать. Построил в 1912 году на горе близ села часовню, где находился его гроб. Выдолбил гроб и крышу из цельного камня. В 17 году устроил пещеру, жил зимой и летом, молился и строго постился. Ему являлись нечистые духи, он от них ограждался наперстным нагрудным крестом. Вот так вот. Здесь у нас тоже правило. Курить нельзя, сквернословить нельзя, распивать спиртные напитки, застолья нельзя, на машинах заезжать нельзя, в шортах. Ты не в шортах? Нет, не в шортах. Значит, можно сходить. Деньги в воду бросать нельзя. Ну, то воду бросать не будем. Деньги. В земельку бросим, святую. Да, царь Николай, его дети, супруга. Все они были казнены пришедшей советской властью. Замерзли? У нас все так же холодно, снежок немножко идет. На камеру, наверное, не видно. Я думаю, да. В часовеньку мы не зайдем. Нет, это подпол. Пролезать там нечего. До могилки дойдем? Здесь что-то было. Очевидно, раньше какое-то здание было. Фундамент остался, все остальное пропало уже. Бля, в неплохом месте он жил, да? Живописно. А вот там еще мой, смотри, какой-то крест наверху. Вот часовню на праздники здесь используют, поэтому она закрыта. А вот там куда-то тоже подъем. Куда, интересно? Или в деревню это?
Какие-то ванные тряпки лежат, как обычно, как без этого. Так осторожно иди. Кто-то ходил здесь, следы есть. Все в воде. А вот он источник бьет. Вот отсюда. Так, что у нас написано? Во время земной жизни у монаха Иоанна была каменная чарка, из которой он благословлял выпивать воду из источника со словами: «Во имя Отца, Сына и Святого Духа, и больше не надо, люди исцелялись». 3 чарки воды надо выпить, и будешь жив и здоров. Но мне одной хватит. Так, вот мы на святом источнике, там за одним бьет. И вот здесь находится купель. Зайдем сюда. Вот так вот она выглядит. Вот. И вот сюда можно окунуться. Не знаю, даже буду ли я это делать. Сейчас подумаем. Прикольно, да? Тут полотенчик есть, но я бы не успел, наверное, эти полотенца пользоваться. Что у нас здесь? Здесь иконы находятся, разнообразные. С мечами иконы на победу. Вот такая лазурная купелища. Здесь у нас какое-то дерево с веревочками. Может, там желание загадывать надо. Гадаем? Какое хочешь желание загадать? Хочу загадать. Какое-то очень непонятное дерево с веревочками. Там внизу суслики бегают. Не знаю, вряд ли это видно. Вот чуть-чуть видно, если приглядеться. Недалеке. Какие милые. Да, прикольно. Попробуйте. Но надо водой, короче, заливаешь ямы их. Название такое. И по ним потом выходит, потом ловишь. Играть. Но если погладить хочется только так. По-другому не получится. Ты знаешь, как они орут? Нет, не знаю, я их никогда не Прикольно. не мучил. Не занимался таким. Так, все. С источника Святого Иоанна мы уходим. Наверное, сегодня будет последняя точка. Остался вот такой большой подъем наверх. Говорит, монах этот каждый день утром и вечером так по лестнице поднимался, чтобы в форме себя держать. Не спеши. Потихонечку. Ну, ведь на самом деле далеко идти, если пожилые люди будут, они долго будут подниматься. На санках. Слушай, зимой много где можно на санках кататься. Главное потом выжить в конце. Здесь даже прикольно, после того, как дождь прошелся. Купаться сегодня запрещено. А? В колонку, конечно.
Как тебе музыка такая будет настоящая? Бля, я тоже хотел пройти. Ну да, не пройдем отсюда. Ладно, здесь постоим. По идее, еще фонтаны должны быть когда-нибудь летом. Уточки. Ой, уточки, да. Это мы в парке. Город Белебей. Уточки дикие, красивые. Прикольно утки. Это дикие, да. 2 штуки только. У нас на канакуле на инете лебеди есть. Скорее всего сейчас. Ладно, утки ушли. Или еду ищут, да? Да, они еду там ищут. Там надпись Белебей 240 лет. Видимо, она очень старая. А там еще кто-то живет. Вон там мост влюбленных, знаешь, там эти замки вешают. Если продержится 15 лет, значит все. Значит проживел. Уточка. Ну вот такой парк был. Сейчас что, нам пойду подсниму памятники немного. А вот там уже вдалеке чуть не упал. Мог получиться хороший кадр. Да и вот же вечный огонь, только он не горит. Не знаю, почему он не горит. Стелла, памятник советскому солдату, его вечный огонь. Там, смотри, это есть. Мы же ходили, как он называется? Веревочный парк, да. А это самолет. А? Тогда было весело. Это МиГ-21, скорость до 2400 км в час. 2 ракеты, дальность поражения 20 километров и 2 пушки. Подснежники даже растут. Это БМП. Стекла все разбивали, конечно. Как еще? Поднялись, идем дальше.